Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Кипра. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего ноября месяца 2025 года. И, конечно же, будем говорить о рынке жилой недвижимости целой провинции Лимассол с помощью статистических данных, которые мне любезно предоставляет компания Halim Consulting. И, кстати, за мной, вот видите, такой, называется он задний вид. Это картинка из интернета, дворик кипрский, точнее не указан точно, какое именно, какое место. Следующий, сейчас холодно, вот я приоделся, так видите, тепло одеты, дожди пошли. В следующее видео я публикую уже дворик, атмосферный очень, там, где я живу. Ничуть не хуже сад, а даже лучше. Ну и, конечно же, сам, так сказать, сам дом тоже получше. Но это я к тому, что, друзья, мечты сбываются, и какой русский не хочет состариться на берегу теплого моря. Друзья, смотрим подготовленный мною материал. Я думаю, что вам будет интересно. Итак, друзья, постараемся с вами разобрать, что же произошло, с недвижимостью целой провинции Лимассол. И традиционно начнем с того, что я ознакомлю вас с административно-территориальным делением Украины. Видите, еще по привычке говорю, острова Кипр. Остров разделен на две части. Южная часть живут греки-киприоты, в северной части живут турки-киприоты. Всего 6 провинций. Это провинция Никосия, Кирения, провинция Фомагуста, провинция Ларнака, Лимассол и Пафос. Они отображены вот такими, видите, ну, в зоны между, или так, границы между провинциями можно увидеть. Сегодня мы говорим о провинции Лимассол, вот так показываю, в которую входят несколько крупных областных, не областных, а вот по привычке не могу перестроиться, несколько муниципалитетов, это города, в том числе муниципалитет, город Лимассол. Переходим к следующему слайду. Здесь мы уже видим саму провинцию Лимассол. И давайте также познакомлю вас с административно-территориальным делением. Какие города, муниципалитеты входят в провинцию Лимассол. Итак, это муниципалитет Лимассол, муниципалитет Месогетония, муниципалитет Святой Афанасий, муниципалитет Гермосоя, муниципалитет Ипсанас и муниципалитет Катаполимидия. Вот они отражены, друзья, вот так видите на данной карте. В каждый муниципалитет входят еще некие агломерации, куда входят незначительные населенные пункты, это деревни, то есть это не значит, что вот эти муниципалитеты расположены исключительно возле побережья. Нет, они идут и вглубь острова, но об этом будем говорить чуть позднее. Друзья, смотрим следующий слайд, и здесь мы будем разбираться, что же все-таки произошло в муниципалитете, городе Лимассол. Также хочу вам напомнить, что недвижимость на солнечном острове Кипр делится на классы. И сейчас мы говорим о классе А и Б. То есть давайте договоримся с вами. Класс А и Б я буду называть новое жилье. Почему новое жилье? И почему А и Б? Это, в общем-то, не я придумал. Это здания, сооружения, которые построенные из новых энергосберегающих, энергоэффективно сберегающих тепло материалов. Так как на Кипре зимой, ну, я бы не сказал, что холодно, для меня даже очень тепло, но все равно прохладно, отопления нет, то, конечно же, как заявляют компании-застройщики, энергоэффективные материалы позволяют сохранять тепло зимой и прохладу летом.
Поэтому они и стоят немного, ну не немного, а сейчас мы разберемся, намного или немного дороже. Новое жилье стоит дороже, и с учетом того, что это апартаменты, в общем-то, размерами там однокомнатная может стартовать с 70 квадратных метров, то есть значительно больше, чем жилье класса C, D, E, F. Я его буду называть в данном видео старое жилье. Итак, начинаем с карты. Апартаменты новое жилье класс А и Б за месяц, говорим о колебательных процессах, выросли на 0,13%. Средняя стоимость апартаментов квадратный метр 3779 евро. Также давайте посмотрим апартаменты, которые класс C, D, E, F, малоэнергоэффективные, или я буду в дальнейшем называть это старое жилье, подорожали за месяц на 0,13%. Средняя стоимость это 3677 евро за квадратный метр. Ну, можете сравнить, да, вот эти две цифры. Средняя стоимость в евро старое жилье и новое жилье отличается, ну, как минимум в 100 евро. Это как минимум, да, и при этом, что новое жилье больше метражом, то в соответствии целая квартира стоит гораздо больше, чем старое жилье. Дальше, друзья, вот здесь перед вами такая экселевская табличка. Здесь все локации или ценовые зоны, которые входят в город, муниципалитет Лимассол, перечислены. Можете их прочитать, я их читать не буду, потому что это длительная будет история. Период сравнения октябрь с ноябрем. И мы, друзья, видим, что вот здесь внизу красная черта. Мы видим, что в среднем по городу, муниципалитету Лимассол средняя стоимость квадратного метра в ноябре 2025 года достигла 3779 евро за квадратный метр, что также показало динамику роста плюс 0,13%. Друзья, ну, кто меня смотрит давно, ну, в основном меня смотрят, наверное, люди, которые интересуются тем, что происходит на Украине. Вы, наверное, знаете, что я как бы не люблю просто говорить о чем-то, не подтверждая это статистическими данными. Так вот, я могу с уверенностью сказать, что подобный контент с подобной декомпозицией города, муниципалитета по исторически сложившимся ценовым зонам, в которых компактно проживают греки, киприоты, вы не найдете ни на одном канале. То есть это действительно достаточно подробное описание ситуации на рынке жилой недвижимости, в данном случае класса А и Б. Итак, друзья, мы увидели, что за месяц стоимость квадратного метра нового жилья выросла. Давайте посмотрим с вами, а что же произошло с этим жильем на протяжении одного года. То есть мы будем говорить о тенденциях. И перед вами график рисунок, период сравнения, конечно же, ноябрь 2024 года, это 3715 евро за квадратный метр. Напомню вам, что это новое жилье. И в ноябре 2025 года это уже 3779 евро за квадратный метр. Вы, если обратите внимание на красную строку, можете посмотреть, что за год недвижимость в городе, можно в муниципалитете Лимассол, подорожала на 1,72%. Друзья, это немного, и я расскажу, почему это немного, когда будем подводить итоги. То есть инфляция на сегодняшний день превышает рост стоимости в городе Лимассол. Это новое жилье. Это за собой тянет что, друзья? Интерес инвестиционный к новому жилью. Если инфляция превышает рост стоимости жилья, то ну, тут о инвестициях так себе можно говорить. Не-не, ну риэлторы это вам расскажут. Я хорошо знаю, кстати, и те, которые делают публикации по острову Кипр, тут расскажут, что ниже 1 миллиона квартиры не продаются. Ну, так бывает, друзья. Кто, как сказать, на что учился, может, они обслуживают исключительно эти товарищи
миллионеров и миллиардеров, да. Ну, вот есть такие люди, которые исключительно работают с данной категорией покупателей. Но это интересно. Итак, друзья, ну извините, да, я с сарказмом, конечно же, это все говорю. Переходим к следующему слайду. Здесь мы будем говорить о старом жилье соответствующего класса, также город, муниципалитет Лимассол. Ну, будем говорить только вот давайте здесь уже красный вот этот шрифт. 3677 евро, как я уже говорил, и также рост незначительный на 0,13%. Это колебательные процессы длиной в 1 месяц. Переходя к тому, что произошло со старым жильем соответствующего класса, мы увидим, что за год данное жилье, период сравнения ноябрь 2024 год, это 3615 евро, и ноябрь 2025 год 3677 евро. Мы видим, что вот если красная черта вот здесь, да, подытоживающие данные, что старое жилье подорожало на 1,71% за год. То есть это тоже, друзья, немного, но все-таки положительная динамика. Переходим к следующему городу-муниципалитету, который входит в провинцию Лимассол. Это уже, да, второй, по-моему, если считать, да, второй город. Это город Месса-Гетония. Он расположен вот так на карте, мы видим, таким светло-желтоватым пятном отрисовала его мне карта Google Map. И здесь я уже буду с вами говорить, ну он так немножко в предгорье и потом выше идет к центру острова, да, то есть отдален от побережья. И мы видим, что стоимость квадратного метра, здесь я взял в выборку, попали и новое, и старое жилье. Почему? Потому что нового жилья здесь меньше, в основном старое жилье. Ну, я сделал такую репрезентативную выборку, она большая, но туда попали и старое, и новое жилье. Итак, мы видим, что в ноябре 3254 доллара стоимость квадратного метра. Также можете по локациям посмотреть, как место Гетония делится на некие ценовые зоны. И как каждая ценовая зона, в общем-то, достаточно сильно отличается по стоимости квадратного метра. Но в целом данный город-муниципалитет показал снижение стоимости на 0,31%. Напомню, это колебательные процессы длиной в 1 месяц. Следующий слайд, друзья. Здесь мы будем говорить о этом же муниципалитете Месса-Гетония, но уже о том, что произошло на протяжении целого года. Период исследования у нас ноябрь 2024 год, 3296 евро. И ноябрь 2025 год, 3254 евро за квадратный метр. Вы также можете посмотреть вот здесь красная черта, подытоживающие данные. Стоимость квадратного метра в городе-муниципалитете Месса-Гетония подешевел за год на 1,25%. Вот такая вот, видите, нестабильная история в самом муниципалитете городе Лимассол. Рост стоимости, а в близлежащем городе-муниципалитете Месса-Гетония мы видим снижение, ну, почти 1,5% за год. При этом мы помним, что еще существует инфляция, то есть это не совсем хороший знак, который характеризует процессы на рынке жилой недвижимости. Дальше, друзья, мы переходим к следующему городу-муниципалитету, и это у нас Агиос Афанасиос. Он расположен, видите, Google Map отрисовал таким желтым пятнышком от побережья самого до там предгорья и выше. Выше идет к центру острова. Видим, что Агиос Афанасиос, здесь, кстати, тоже попали А и Б, новое жилье, есть старое жилье, но его совсем мало. То есть здесь несколько жилищных комплексов построено, я так понимаю, ну, дорогущих, причем по цене вы видите 4000 евро. И вот они, собственно говоря, и характеризуют состояние в целом города
муниципалитета. Итак, в ноябре месяце это 4138 евро за квадратный метр. При этом вы можете посмотреть по локациям, которые входят в город муниципалитет. Они отличаются достаточно сильно, начиная от 3400 до 5375. Ну, это очень даже сильно отличается. Но это какие-то модные жилищные комплексы новые, поэтому, скорее всего, это, так сказать, и, ну, показывает, что стоимость здесь квадратного метра достаточно высокая. Здесь незначительное число старого жилья. Рост за месяц 0,24%. Давайте посмотрим, что же произошло в течение года с данным городом-муниципалитетом. Период сравнения ноябрь 2024 год. 4089 евро за квадратный метр. И ноябрь 2025 год уже 4138 евро за квадратный метр. То есть, ну, так кругом-бегом. Подорожание в течение года на 1,19%. Незначительно, но все равно увидим положительную динамику. Но еще раз, по стоимости она отличается от места Гетонии очень сильно и даже от города Лимассол. Дальше, друзья, следующий у нас город, муниципалитет Гермосоя. Ну, надеюсь, вы не устали. Я в каждом обзоре показываю вам количество городов, которые входят в целом, ну, мы видим, да, в провинцию Лимассол. А это огромное количество статистики. Надеюсь, она вас не сильно так утомляет. Я стараюсь говорить медленно, говорить с расстановкой, чтобы вы успевали, так сказать, следить за ходом мысли. Итак, муниципалитет Гермосоя. Здесь мы видим, что тоже присутствует только новое жилье, несколько жилищных комплексов. Старое жилье есть, но там настолько оно единичное, что я просто как бы не брал это в выборку. Расположен он, карта Google Map отрисовывает в следующем, видим самое побережье и предгорье, и дальше идет в центр острова, то есть достаточно протяженный, ну, растянуты в пространстве. Естественно, предгорья и горы – это в основном деревни идут, незначительные населенные пункты. Но все это входит, так сказать, в муниципалитет Гермосоя. Вся эта агломерация населенных пунктов подчинена муниципалитету Гермосоя. Итак, давайте, ну, вы, во-первых, можете посмотреть внизу у локации, да, но мы сейчас пройдемся, что за месяц 0,19% увидели подорожание нового жилья. И, друзья, вы заметили, это третий у нас, да, муниципалитет. Цена вообще сумасшедшая, 5389 евро за квадратный метр. Еще раз напомню, друзья, сюда не попадают виллы, то есть дома, а сюда входят только апартаменты в многоэтажных домах, ну, в том числе и пентхаузы. Пентхаузы дорогие, да, возможно, там пентхаузы какие-то вытягивают, но я ставлю ограничения, ну, чтобы вы просто понимали. Видите, что 5389 это, ну, такая серьезная цена, даже, наверное, для таких серьезных европейских столиц, друзья. Итак, что уже произошло за месяц? За месяц видим вот здесь внизу, читаем, рост плюс 0,19% за месяц выросла стоимость квадратного метра. Можете по локациям также посмотреть, что очень сильно отличается, начиная от 3000 за квадратный метр и заканчивая даже 7309 евро за квадратный метр. Ну, в среднем я уже описал вам ситуацию. Посмотрим, что же произошло с данным городом, муниципалитетом за год. Ноябрь месяц 2024 год, 5331 евро стоимость квадратного метра. Ну и 5389 евро, это ноябрь месяц 2025 года.
Внизу видим табличка, рост на 1,09%, то есть незначительный, но все-таки положительный рост. Причем, если вы посмотрите по всем локациям, которые входят в город, муниципалитет Гермасоя. Следующий, друзья, слайд. Здесь мы будем говорить о городе, муниципалитете Ипсонас или Ипсонас. Здесь мы видим, что вот в таким светлым опять пятнышком, да, желтовато, медным, наверное, цветом, да, Сайпрус, кстати, тут же медь добывали, поэтому и название самого полуострова. Итак, мы видим, что самое недорогое жилье из тех городов, муниципалитетов, о которых мы говорили, это муниципалитет Ипсонас. Стоимость квадратного метра подешевела. Это опять же новое жилье. Здесь есть старое жилье, но оно очень незначительное. В выборку попало, поэтому мы говорим в основном, что это новое. Минус 0,10%. И средняя стоимость 2877 евро за квадратный метр. То есть это вполне бюджетное жилье, которое себе может позволить даже, ну, я не знаю, человек, который приехал из воюющей Украины. Что внизу табличка экселевская. Ну, давайте еще раз повторимся, что снижение за месяц на 0,10%. Давайте посмотрим, что в годовом измерении произошло с данным, так сказать, городом, муниципалитетом. Итак, ноябрь 2024 год – это 2902 евро, и 2807 евро – это у нас ноябрь 2025 год, что показало в годовом измерении снижение, это только новое жилье, на почти 1%, 0,86%. Но это, в общем-то, тоже достаточно плохо. Почему? Потому что жилье недорогое в целом, еще и снижается. Ну, это вот, так сказать, показатель для компаний-застройщиков, насколько, так сказать, инвестиционно привлекательно строить в данном городе, муниципалитете новые жилые комплексы. Следующий, друзья, слайд. Надеюсь, вы не устали. Я уже подходим, так сказать, к логическому завершению моего повествования. Здесь Катаполимедия, город-муниципалитет. Он также находится вот здесь предгорье, и в центр острова, там горы уже. Ну, по карте это видно, вот отрисовал мне Google Map так, данный город-муниципалитет. Попали только в выборку новое жилье, есть немного старого жилья, но в основном это новые жилищные комплексы. И так мы видим, что квартиры новые подешевели за месяц на 0,15%, а средняя стоимость 3279 евро за квадратный метр. Также можете посмотреть исторически сложившиеся ценовые зоны, но это достаточно большое такое, видите, тоже пятно. Сюда входит агломерация, даже здесь видно по карте агломерация, состоящая из небольших населенных пунктов, деревень. Все они здесь перечислены. Данные взяты со службы статистики. Кстати, друзья, вот кто увлекается статистическими данными и, так сказать, отслеживает статистику по тому или иному государству или стране, я могу вам сказать, что служба статистики Украины курит в этом самом нервно где-то, то есть насколько понятно просто выложенные данные на сайте службы статистики, она не служба статистики называется, просто статистические данные, выложенные на сайте, это ж исполнительные органы острова Кипр, южное его части, что, ну, еще раз повторюсь, Украине надо вот, прежде чем стремиться в Европу, посмотрите, как даются подача статистических данных, насколько просто и ну, понятно для любого обывателя, который даже не обременен особо там какими-то специфическими навыками работы со статистическими данными. Итак,
мы подводим итоги, что за один, так сказать, месяц 3279 евро стоимость квадратного метра вката полимидии и снижение минус 0,15% за месяц. Ну, давайте посмотрим, что же произошло в течение года. Ноябрь 2024 год 3324 евро и уже ноябрь 2025 год 3279 евро. Снижение, друзья, если внизу вы посмотрите, на 1,36%. То есть, подводя как бы итоги, мы сейчас будем подводить, мы делаем выводы, что где-то в годовом измерении мы видим рост стоимости, где-то мы видим снижение стоимости. А вот что произошло в целом по муниципалитетам, которые входят в провинцию Лимассол? Помните, да, административно-территориальное отделение, я вам подробно о нем рассказал. Сейчас мы и разберемся. Итак, сводные данные того, что произошло за один месяц. Это краткосрочные процессы длиною в один месяц. Сравниваем октябрь с ноябрем. Ну, видите, здесь данные есть. Давайте я буду подытоживающие данные просто. Итак, в целом по провинции Лимассол, куда входят Лимассол, Месогетония, Агиус Афанасиус, Гермосоя, Эпсанас, Ката, Полимидия. Видим, что в целом 3786 евро стоимость квадратного метра, это ноябрь 2025 год, и динамика незначительного роста плюс 0,03%. Если говорить о старом жилье, то старое жилье только действительно рынок старого жилья класса С, Д, Е, Ф существует в городе Лимассоле. И здесь также рост за один месяц 0,13%. А вот теперь самый интересный слайд. Здесь уже картинка поменялась, и мы будем сравнивать ноябрь месяц 2025 года с ноябрем 2024 года. Итак, провинция в целом Лимассол 3786 евро. Это новое жилье. За год, друзья, всего лишь подорожало на 0,26%. Ну, вы сами можете посмотреть. Город Лимассол подорожал. Жилье подорожало, Месогетония подешевела, Агиус Афанасиус подорожал незначительно, Гермосоя подорожала, Эпсанас подешевел и Ката Полимидия подешевела. Но за счет того, что дорожал хорошо, недвижимость дорожала в Лимассоле, в муниципалитете, городе, то, естественно, незначительная, ну вот даже в рамках статистической погрешности, не побоюсь этого, так сказать, слова, которое не люблю употреблять вообще, потому что мне чаще всего об этом говорят. Люди, которые, ну, как оно, где-то слышали звон, но не знают, о чем он, да, но назову. То есть это, ну, плюс 0,26%. Это примерно ничего не произошло за год в целой, друзья, провинции по новому жилью. Что произошло с старым жильем? Старое жилье, друзья, подорожало и подорожало в данном случае на 1,72%. Но старое жилье присутствует как рынок, действительно, где выборка релевантна, там несколько тысяч объектов жилой недвижимости. Это в городе, муниципалитете Лимассол. Итак, на 1,72% можно округлить даже и до 2%. Мы увидели рост стоимости в городе, муниципалитете Лимассол, старое жилье. Ну а теперь, друзья, давайте очень кратко. Я просто подумал, что есть смысл вам показать, да, данную информацию. Ну, я с 2019 года публикую подобные видео в целом по острову Кипр, южной его части. И вот смотрите, ровно год назад, ну не ровно год назад, это было у нас, ну, наверное, год назад, если вот здесь посмотрите, год назад. Ну, я записывал на самом деле, это январь был, конец января, я помню хорошо. Киеве еще был. Так вот, я взял основные макроэкономические показатели, которые, так сказать, были подготовлены Евростатом. Это планировался рост ВВП в 2025 году, который заканчивается сейчас, плюс 3,7%.
Инфляция, мы видим, в 2024 году была минус 2,6%. А в 2025 году, кстати, в феврале мы увидим, здесь цифра поменяется, я думаю, что она поменяется в большую сторону. Ну, тогда планировали они, что 2% будет инфляция. То есть, ну, что такое инфляция, вы знаете, когда выпущено, вот, есть такое научное определение, даже не определение, а называется закон стоимости. Закон стоимости гласит о том, что экономика работает сбалансированно, когда товары и услуги, которые производятся или выпускаются в том или иной стране, они соответствуют вот этим денежной массе. Ну, там есть агрегаты М1, М0, то есть в целом вот количество выпущенной, в том числе и фиатной валюты, и должно соответствовать количеству товаров и услуг, которые были на данной территории воспроизведены. Тогда экономика работает сбалансированно. Если же количество денег больше в экономике, то, естественно, появляются вот эти инфляционные процессы, то есть за обесцененные деньги можно купить что? Все меньше и меньше товаров и услуг. Ну, то есть вы чувствуете по своим кошелькам это все, да? Так вот, мы сейчас об инфляции. Обесценивание евро за год на Кипре, южная часть, на 2%. Я думаю, что будет больше. В феврале опубликуют эти данные. А вот посмотрите, что произошло. Вот здесь это очень наглядно. По новому жилью. Новое жилье – это с точки зрения инвестиционной привлекательности. А здесь мы видим, друзья, здесь, кстати, по аренде. Ну, аренда была, я сравнивал 2023 год, декабрь месяц 2024 годом, да. И аренда показывала, что за год аренда снизилась почти на 2%. То есть, ну, это тревожный сигнал, очень тревожный сигнал для людей, которые планируют инвестировать на остров Кипр. Я там слышал много, друзья, вот этих, ну, как бы не хочется негативно о коллегах своих говорить, да, но что вот Шенген там вступает, Кипр, что сейчас там дорожает возможность получить ПМЖ, то есть, друзья, это все продавцы. Вот, ну, поверьте мне, я очень много лет, мне уже 60 плюс, и я большую свою часть жизни, ну, не больше, ну, лет, наверное, 20 провел в риэлторской среде, где люди сделают все для того, чтобы вам втюхать, впарить, продать какую-то недвижимость. При этом они действительно влияют на какие-то процессы, которые связаны с ценообразованием, потому что люди стадные животные, там, начинает говорить, что все дорожает, да, и у продавцов появляется, так сказать, аппетит продать дороже свою недвижимость. Но это в краткосрочной, друзья, только перспективе. Поэтому на рынок недвижимости любой страны влияют внутренние индикаторы, это макроэкономические показатели, которые показывают развитие экономики. Да, влияют внешние показатели, как вступление в зону Шенгена, еще там чего-то, но они не так значительно влияют. Поверьте мне, как человеку, который на протяжении многих-многих лет профессионально занимается научными исследованиями. Поэтому, подводя итоги, если мы видим, что ну, давайте вот это не будем смотреть уже. Я вам показал просто, что год назад было с арендой, сейчас она растет. Кстати, отдать должное. Так вот, при инфляции 2%, если мы посмотрим вот этот слайд, рост 0,26% это новое жилье, апартаменты класса ИВ. Но это, друзья, ни о чем, друзья. Просто ни о чем. Это значит, что инвестиции равны ну, от 2% практически вот, инфляция на 2%, и практически ваше жилье подешевело ровно настолько. Для того, чтобы бороться с инфляцией, вкладывая, инвестируя на рынок недвижимости, как правило, это первичный рынок, который потом становится вторичным рынком, это новое жилье, здесь должен быть рост как минимум, друзья, сколько? 3%, 4%. Иначе проще вам ваши деньги отнести в надежный кипрский банк или любой другой европейский банк. И вот это не морочить себе голову. Потом ремонтировать квартиру надо, потом ее сдавать и при этом выходить на минус. Ну, это как бы тут бизнесом совсем не пахнет. Но еще раз говорю, это мои наблюдения.
который на протяжении многих лет я, в общем-то, совершенно четко понимаю, как работает рынок недвижимости. Итак, друзья, о прогнозах пока не будем говорить. Почему? Потому что я не подготовил, к сожалению, много работы. Давайте я закрою. Не подготовил вам информацию, которая более бы подробно показала процессы, которые происходят в экономике острова Кипр. Но не все же еще потеряно. То есть будет завтра, послезавтра. Завтра запишу, наверное, о уже муниципалитете, городе, или точнее даже о провинции, так правильно, да, Ларнака. А потом о провинции, у нас Никосия еще есть, потом провинция Фомагуста, в которую входят, в каждую из этих провинций входят, ну, от 5 до 6 и больше городов-муниципалитетов. То есть, ну, еще все впереди, друзья. Тот, кто смотрит меня, надеюсь, вы еще услышите то, что я хочу сказать по поводу экономики. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью острова Кипр, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить в видео, а еще вы должны помнить, что я скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр, которые станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Да, друзья, и в конце, кто из местных, так сказать, YouTube-блогеров меня смотрит, кто интересуется недвижимостью, давайте мы можем, так сказать, позаниматься коллаборацией, это совместно какие-то проекты. Возможно, я могу предоставлять какие-то статистические данные. Правда, сам думал об этом. Можно показывать каждый административный, так сказать, район, который входит в тот или иной муниципалитет, это выезжать на место, показывать сверху дроном, там, рассказывать о каких-то особенностях, но чувствую, что у меня, ну вот реально, наверное, первые полгода жизни на Кипре такой возможности не будет с точки зрения времени. Потом, может быть, и появится такая возможность. Поэтому, кто смотрит меня, напишите. Может быть, я могу давать статистику, а вы сопровождение, видеокартинку и все остальное. Но это так, мысли вслух, друзья. Еще раз до встречи в следующих моих видеороликах.